тени древних цивилизаций среди песков Месопотамии скрываются тайны, которые человечество пытается разгадать на протяжении тысячелетий. Кто такие анунаки? Боги, пришедшие с небес, или же инопланетные существа, оставившие свой след в истории? Зачем они спустились на Землю и что искали среди людей? Может быть, они пришли, чтобы научить нас чему-то важному, или же их намерения были гораздо более мрачными? Каковы их истинные мотивы и какую роль они сыграли в формировании нашей цивилизации? Приглашаю вас в путешествие по страницам истории и мифологии, где каждая разгаданная загадка открывает новые вопросы. Готовы ли вы погрузиться в мир ануннаков и узнать правду о том, что скрыто за завесой времени? Однажды, погружаясь в древние легенды Ближнего Востока, я наткнулся на упоминание о загадочных существах, известных как анунаки. Эти боги с другой планеты, как утверждают некоторые источники, появились на Земле около 6000 лет назад, когда расцветала шумерская цивилизация в Междуречье. Как же так получилось, что именно здесь, в этом древнем краю, возникли такие высокоразвитые общества? И что, если инопланетяне действительно посещали нашу планету? Что с ними произошло и где они сейчас? Ануннаки — это не просто мифические персонажи. Они упоминаются в шумерской, аккадской, ассирийской и вавилонской мифологиях и играли ключевую роль в религиозных верованиях древних народов Месопотамии. Интересно, что слово «аннунаки» происходит от шумерского «ан» — небо и «ну» — потомки, что можно перевести как «потомки небесного бога». В некоторых текстах их также называют Анунна, что может означать боги подземного мира. С древнейших времен наши легенды рассказывают о том, как боги спускались с небес. В отличие от первой версии, когда божества появились на Земле, по второй ануннаки прибыли на нее около 450 тысяч лет назад. Но откуда они пришли? Древние таблички намекают на то, что они говорили на языке, отличном от местных диалектов. Это значит, что они были не местными жителями. Известный исследователь Захарий Ситчин утверждает, что анунаки были чужой расой с планеты Нибиру. Но существует ли эта планета на самом деле? Согласно теории древних астронавтов, анунаки покинули свою родную планету в поисках моноатомного золота, вещества, необходимого для восстановления их разрушающейся атмосферы. Их первое поселение на Земле стало базовой станцией в Эдеме, том самом райском саду, а первым городом, который был основан, является Эридо. Но какая была их истинная цель? Создание предприятий по добыче и переработке золота в промышленных масштабах. Они построили первые базы-города не только в Шумере, но и в Мезоамерике, а также вдоль рек Инда и Нила. Интересно отметить, что первые попытки добычи золота происходили вокруг Эриду. Однако запасы оказались недостаточными. И вскоре были открыты рудники в Южной Африке и даже гигантский карьер по добыче урана в Большом каньоне на американском континенте. Что же произошло с этими загадочными существами? Почему они покинули нашу планету? И какие тайны они оставили после себя? Литература. До второй половины 20 века никто даже не подозревал, что анунаки могут быть связаны с космосом или рептилиями. Они воспринимались как обычные младшие боги, способные принимать различные облики, но чаще всего их изображали в человеческом виде с элементами животных. Как же так получилось, что эти древние существа стали объектом столь мистических интерпретаций? Основу современного мифа об анунаках заложил Эрих фон Деникен. Этот писатель, который неоднократно сталкивался с правосудием за мошенничество, в своей книге «Колесницы богов» представил теорию палеоконтакта, идею о том, что когда-то на Землю прилетели инопланетяне, оказавшие влияние на развитие нашей цивилизации. Интересно, что в его книге, вышедшей еще в 60-х годах, не упоминается ни о людях-рептилиях, ни о самих анунаках, но именно она стала основой для множества городских легенд. Как же так? Что могло подтолкнуть людей к созданию таких мифов? В 1976 к этой теме обратился другой спорный автор, Захарий Ситчин. Родившись в Баку и выросший в мандатной Палестине, современный Израиль, он провел большую часть своей жизни в США как журналист и редактор. Ситчин самостоятельно изучил аккадский и шумерский языки и начал переводить тексты глиняных табличек, полагая, что профессиональные востоковеды неправильно интерпретировали древние тексты. Но что же он нашел в этих древних записях? В своей книге «12-я планета» он утверждал, что шумеро-аккадские мифы следует понимать буквально. Он выделил понятие Нибиру и объяснил его как планету с вытянутой орбитой, которая приближается к Солнцу каждые 3600 лет. На этой загадочной планете живут инопланетяне-анунаки. Но даже в его интерпретации они еще не имели рептилоидных черт. Согласно Ситчину, 450 тысяч лет назад анунаки впервые посетили Землю и скрестились с Homo erectus, создав первых людей после забастовки анунакских рабочих – игиги. Эти игиги изначально согласились работать по добыче золота, но вскоре отказались выполнять объем работ больше установленного контракта. Как же так? Что могло заставить их восстать против своих создателей?
Тогда командующий производством Энки принял решение создать генетически гибридного раба. Человека, который возьмет на себя самую тяжелую часть обязанностей Игиги. В отдельных шумерских преданиях говорится, что анунаки были высшими существами, некогда сосланными на землю для создания человечества как рабочей силы путем смешения сущностей разных видов животных. Они использовали людей для добычи полезных ископаемых в шахтах Западной Африки, местах, которые действительно существовали по данным современной науки. Интересно отметить, что именно этим объясняют подсознательную любовь всех людей к золоту. Дескать, нам привили генетическое знание о важности этого металла для работы на шахтах и добычи ресурсов для инопланетян. Но почему же золото так важно для них? Для человека оно кажется бесполезным. Ануннаки управляли нами несколько тысяч лет, пока не обиделись на человечество и не решили его уничтожить. Но как же так? Что могло вызвать такой гнев у этих могущественных существ? Далее у Ситчина начинается настоящая научная фантастика, спасение людей на подводной лодке и атомная война между ануннаками. Он также приравнял ануннаков к великанам Нефилимам из Библии. Если вы когда-либо слышали о том, что это одно и то же, знайте, эту тождественность придумал именно он. Необъяснимые загадки цивилизации шумеров. Помимо Деникина и Ситчина можно привести еще несколько косвенных доказательств о пребывании ануннаков на Земле. Необъяснимые загадки цивилизации шумеров всегда вызывали глубокий интерес. Задумывались ли вы когда-нибудь, как могла возникнуть эта удивительная культура, словно появившаяся из ниоткуда в 6-м тысячелетии до нашей эры? И это не единственная загадка. Вспомните о Древнем Египте и арабской цивилизации в Индии, которые также возникли в конце 5-го тысячелетия до нашей эры. Как же так получилось, что 3 древнейшие цивилизации появились почти одновременно? Что особенно интригует, так это то, что во всех легендах и мифах этих народов утверждается, их развитие началось благодаря пришельцам. Неужели действительно кто-то с других миров пришел на Землю и стал основой для этих великих культур? Как вы думаете, что могло произойти за столь короткий промежуток времени, всего 100-150 лет, чтобы эти территории стремительно перешли из неолита в медный и бронзовый век? Множество загадок шумерской цивилизации до сих пор остаются без ответа. Откуда же взялись, как они получили свои знания в математике, астрономии и селекции сельскохозяйственных растений? Эти знания опережали все другие цивилизации на тысячи лет. Задумайтесь, мы до сих пор используем их 60-ричную систему счисления. 60 секунд в минуте, 60 минут в часе и деление окружности на 360 градусов. Как такое возможно? Шумерский пантеон богов. Задумывались ли вы также, как шумерский пантеон богов стал основой религиозных верований всех соседних народов? Интересно, что именно они, словно через испорченный телефон веков, повлияли на формирование богов-олимпийцев в античной Греции. Шумерские мифы о первочеловеке Адапе и потопе, а также о шумерском Ное, Зиусудре, легли в основу библейской книги Бытия. А вы знали, что анунаки описаны в 6 главе этой книги как нефилимы? Соседями древнего Шумера были хетты и хуриты, хананеи и амореи, а также древние египтяне. Если внимательно изучить их мифологию, то можно заметить, что многие боги этих народов — это всего лишь переименованные и слегка измененные боги анунаки. Удивительно, но число главных божеств у всех этих культур составляет 12. Так же, как и в шумерском пантеоне. Давайте немного подробнее рассмотрим связь греческих богов с их шумерскими прототипами. В греческой мифологии имена богов подчеркивают их небесные ассоциации: Гея — Земля, Гермес, Меркурий, Афродита, Венера и так далее. Интересно, что общепризнано. Греческая цивилизация зародилась на острове Крит около 2700 года до нашей эры, когда расцветала минойская культура. Согласно греческим мифам, Зевс переплыл Средиземное море с Крита на материковую часть Греции после того, как соблазнил дочь царя из финикийского города Тира. Афродита тоже пришла морским путем с Ближнего Востока через Кипр, а Посейдон, Нептун, у римлян привез лошадей из Малой Азии. Афина же принесла саженцы оливкового дерева из Междуречья, именно из шумерских земель. Неужели все эти религии и мифы пришли на материковую часть Греции с Ближнего Востока через Малую Азию и Средиземноморские острова? Именно там предстоит искать корни греческих богов и их астральные связи с числом 12. Замечаете ли вы эту удивительную связь? Пантеон богов Ханаана не только перенял элементы от шумеров, но и напоминал более поздний греческий пантеон. Это словно мост между древним Шумером и античной Грецией. Фараоны. А как вам кровосмесительные браки фараонов и ануннаков?
Задумывались ли вы когда-нибудь о странных аспектах жизни египетских фараонов? Некоторые из них кажутся настолько загадочными, что единственным объяснением может быть влияние ануннаков. Например, почему фараоны предпочитали наследовать трон от сыновей, рожденных в браке между братом и сестрой? У ануннаков это было прописано в законах о престолонаследии. Интересно, не так ли? В энциклопедии по Древнему Египту я наткнулся на раздел о браке, который открыл мне глаза на некоторые удивительные факты. Оказывается, у фараона обычно была одна главная жена – великая царская супруга, и часто это была его родная или хотя бы единокровная сестра. Как вам такая идея? Брак с ней, старшей дочерью предыдущего царя, иногда давал власть следующему правителю. Но что происходит, если у предшественника есть сын от главной жены? Тогда власть передавалась одному из побочных сыновей, который женился на дочери наследницы. Забавно, но подобные механизмы передачи власти описаны и в законе о престолонаследии ануннаков. Однако в шумерских текстах нет упоминания о вырождении их элиты, в то время как современные ученые обнаружили признаки вырождения у фараонов, рожденных в таких близкородственных браках. Как же так получается? Приведу пару примеров для иллюстрации. Фараон Тутанхамон был женат на Анхесенамон, третьей дочери Эхнатона и Нефертити. В этом браке у них родились две мертворожденные дочери. Печальная судьба, не правда ли? А вот Рамзес II за свои 67 лет правления сменил 5 главных жен и оставил после себя целых 162 ребенка. Он даже женился на одной из своих дочерей. И как вам такой поворот событий? Интересно отметить, что в додинастический период Египет считался царством богов, а фараоны были их прямыми потомками. Неужели именно тогда ануннаки могли править Египтом? Но возникает вопрос, почему шумеры под руководством ануннаков стали суперцивилизацией древнего мира, а древние египтяне лишь начали осваивать земледелие? Возможно, ответ кроется в гипотезе Сичина о том, что около 100 тысяч лет назад группа шумеров покинула золотодобывающий регион Южной Африки и оказалась вне контроля ануннаков. Постепенно они теряли навыки цивилизации и превращались в кроманьонцев, тех самых первых Homo sapiens. Библия. А как вам такая новость, что даже в Библии, конечно, самого слова «ануннаки» не встречается, но в ней есть отрывки, которые намекают на существование божественных сущностей, взаимодействующих с человечеством? Это действительно интригует. Одним из таких примеров являются нефилимы, упомянутые в книге «Бытия». Их называют «сынами Божьими», и это выражение открывает перед нами множество возможностей для толкования. Некоторые ученые предполагают, что нефилимы могут быть связаны с ануннаками и представляют собой гибридную расу, возникшую в результате союза божественных существ и людей. Как вам такая идея? Но это еще не все. Библейские истории о потопе, особенно о Ное и его ковчеге, имеют поразительное сходство с месопотамскими мифами. В этих древних рассказах часто фигурируют божественные существа, которые предупреждают избранный народ о надвигающихся катаклизмах. Неужели это свидетельствует о причастности ануннаков к этому стихийному бедствию? Наши дни. В наши дни существует мнение, что ануннаки все еще среди нас. Представьте себе, они словно бесстрастные арбитры, наблюдающие за нашей планетой, следя за тем, чтобы в нашу жизнь не вмешивались другие инопланетяне. Интересно, не правда ли? Политика невмешательства охватывает все аспекты. От военных конфликтов до климатических катастроф. Люди должны решать свои проблемы самостоятельно. Но способны ли мы на это? С другой стороны, есть те, кто считает, что существа с Нибиру — это враждебные создания, жаждущие захватить Землю и поработить человечество. Как вы думаете, действительно ли они хотят нас уничтожить? Сторонники этой теории утверждают, что возможный конец света не будет вызван столкновением с Нибиру, а станет результатом атаки со стороны этих инопланетных существ. Некоторые исследователи уверены, ануннаки до сих пор здесь и даже среди нас. Они могут носить специальные маскировочные костюмы, которые делают их неотличимыми от обычных людей. Как вам такая мысль? Их технологии могут быть настолько развитыми, что мы даже не можем представить их возможностей. Возможно, их цивилизация существует уже миллионы лет. И вот они продолжают управлять нашей планетой, проникая в правящие элиты стран и даже во всемирное теневое правительство. Сегодня над нашими головами происходит множество необъяснимых явлений. Вы когда-нибудь задумывались о том, что мы видим в небе? Конечно, большинство из этих наблюдений можно объяснить, например, как тот белый метеорологический шар над США в феврале этого года. Его не могли сбить почти неделю. Но сколько еще остается необъяснимых событий и наблюдений? Некоторые люди начинают верить, это те самые творцы жизни и цивилизации на Земле, которые никогда не покидали нашу планету. Они все еще здесь и выглядят как обычные современные люди. Что вы об этом думаете? Неужели они действительно среди нас? Итак, мы подошли к загадочной грани, где реальность и миф переплетаются в единое целое. К
Кто же они, анунаки? Мудрые наблюдатели или зловещие захватчики? Возможно, они действительно продолжают жить среди нас, скрываясь под масками обычных людей. Каковы их истинные намерения? С каждым новым наблюдением в небе и каждым необъяснимым явлением мы все ближе подходим к разгадке этой древней тайны. Но что, если ответы на эти вопросы находятся не на поверхности, а глубоко внутри нас самих? Может быть, именно мы — ключ к пониманию их замыслов и целей. Как вы думаете, способны ли мы распознать их среди нас? Или же они остаются незамеченными, управляя нашей судьбой из тени? И что произойдет, если мы наконец узнаем правду о них? Откроет ли это новые горизонты для человечества или приведет к его гибели? Задумайтесь над этим. Возможно, анунаки — это не просто мифы и легенды. Возможно, они — часть нашей истории и нашего будущего. Готовы ли вы погрузиться в эту загадку и раскрыть тайны, которые могут изменить наше представление о мире навсегда? Спасибо, что были с нами. До новых встреч!